Привет, друзья! Вы смотрите видеообзор испытания, пожалуй, самого надежного курьерского электровелосипеда Minaco V8 Pro. Говоря о электровелосипеде для курьеров, в первую очередь я подразумеваю основательность и долговечность его конструкции, и только потом уже местность и способ его применения. Назвать его колхозником, как привыкли большинство магазинов и блогеров, у меня просто не поворачивается язык. Мне больше нравится сравнение с серебряной пулей. Курьерский электровелосипед Minaco V8 Pro теперь доступен для всех покупателей в розничных магазинах электротранспорта. Еще на танке залезть. Полноценный тест-драйв испытания. Замер максимальной скорости и дальности поездки. Похож ДТПшка. Прям только что. Все о недостатках и преимуществах данной модели. Каждая кочка происходит такой удар. Реальные отзывы курьеров. Есть по ним косяки какие-нибудь вообще? Ну, до хрена на самом деле. Слушай, а педали? А педали вообще вам... Вообще нахер не нужны, да? Запасайтесь вкусняшками и подписывайтесь на канал. Впереди, как всегда, очень много интересного. С вами Роман, испытатель электротранспорта и электровелосипед Minaco V8 Pro из магазина Герасмарт. И давайте по традиции начнем с внешнего вида и конструктивных особенностей. Почему данный электровелосипед для курьеров назвали колхозником, я реально не понимаю. Паш, давай с листочками. Колхоз, давай. Забегая вперед, скажу, что гонять на нем по бездорожью или проселочным дорогам не доставляет удовольствия в принципе. Вы сами все поймете, о чем я говорю, но об этом чуть позже, во время тест-драйва. Minaco V8 Pro преимущественно выполнен из алюминия, в том числе и литые диски. То есть рама довольно легкая и не боится возникновения ржавчины. Обратите внимание, насколько усилена вся конструкция. Дополнительные ребра жесткости и основательные сварные швы лично у меня не вызывают сомнения в общей надежности. Но и магнитного металла здесь тоже хватает. Это руль, металлические элементы сиденья, крылья, болты, передняя вилка, оси колес, барабанные тормоза и центральная подножка, что в принципе тоже логично, так как все это, за исключением разве что крыльев, подвержено высоким силовым нагрузкам. Боковые накладки с обеих сторон заднего колеса выполнены из пластика. Электровелосипед, честно говоря, выглядит очень достойно, а учитывая скорость, которую он способен развить, сравнить его с серебряной пулей будет вполне логично. Да что я рассказываю, многие из вас неоднократно видели, с какой скоростью на них летают доставщики еды по дорогам. Конструкция реально крутая и очень надежная, и тут приходится чем-то жертвовать, так как у рамы нет складного механизма, в метро с ним не пускают от слова совсем. Мотоцикл, что ли? Велосипед. Складывайте. А он не складывается. Тогда на улицу. Еще на танке залезть. На танке было бы хорошо. Иметь свой ебаный танк! Зырьте! То есть, если складывается можно, если не складывается нельзя. Он у вас огромный. Даже вот люди, видите? Я на сразу, видите? Я понял. В электричку или на МЦК без проблем. Тем более там поезда оборудованы специальными стойками. Но в подземку вы с ним не войдете ни под каким предлогом. Вообще никак, да? У меня просто даже в такси не влезет. Он даже в такси не влезет. На нем езжайте. Батарейка севшая. Ну ладно. Нельзя, в автобусе езжайте. Я понял. Но если складной, то можно, да? Но он же у вас не складной. Этот нет. Но у меня просто другие есть, которые складные. Все, я понял. Хорошо, спасибо. Из преимуществ конструкции должен отметить и центральную подножку с автоматической блокировкой во время парковки. Устойчивость просто отличная.
Для постановки и снятия с подножки не нужно лезть к механизму руками. Достаточно слегка толкнуть ногой боковой лепесток против движения, а сам электровелосипед сдвинуть вперед. К плюсам Minaca V8 Pro добавлю и хитрую систему блокировки заднего колеса. Здесь есть скрытый ключевой доступ. У каждого электровелосипеда свой индивидуальный ключ. Так что у другого владельца такой же модели не будет доступа к вашему личному транспорту. Как, собственно, и у вас со своим ключом к велосипедам, на которых гоняют курьеры. К надежности конструкции, пожалуй, можно отнести и настройку по антропометрическим данным владельца. Здесь нет привычных эксцентриков. Фиксация руля и сиденья по высоте происходит при помощи шестигранника. Настроили один раз под себя, жестко все затянули и забыли. Как видите, здесь все довольно просто и очень практично. По большому счету, именно таким и должен быть электровелосипед, предназначенный для быстрого и постоянного перемещения из одной точки в другую. И практически при любых погодных условиях. Добротная рабочая лошадка, способная верой и правдой служить своему владельцу долгие годы. При собственном весе электровелосипеда в 27 кг максимальная грузоподъемность по заявлению производителя достигает 140 кг включительно. С учетом возможной нагрузки, вполне объяснимым решением можно считать наличие дополнительного сидения для пассажира. Кстати, для пассажира даже предусмотрены небольшие подножки. Взрослому мужчине, конечно, здесь будет не очень удобно, но для ребенка от 7 до 12 лет разместиться с комфортом, думаю, не составит особого труда. Габариты электровелосипеда. Длина 160, ширина по рулю 67, высота по рулю в максимально выдвинутом положении 111, максимальная высота сидения в самом верхнем положении 93 см, высота руля в нижнем положении 102 см и высота по сидению в нижнем положении 74 см. Начнем с управления. По обеим сторонам руля расположены тормозные рычаги. Слева задний и справа передний соответственно. Тормозная система на обоих колесах механическая, закрытого барабанного типа, что, кстати, также, на мой взгляд, является настоящим преимуществом. Здесь нет тормозных роторов, которые можно случайно погнуть при ударе, а также износостойкость данной системы значительно выше в сравнении с теми же тормозными колодками, которые намного меньше на дисковых вариантах. Тормозной путь при скорости в 25 км в час не превышает 6 метров. Регулировка степени схватывания очень проста, а информативность самих тормозов на довольно приличном уровне. Я, честно говоря, не ожидал. Отзывчивость после настройки меня действительно удивила. Далее блок управления с левой стороны руля. Верхний тумблер отвечает за включение и выключение фары и габаритного огня. Передняя фара светит довольно неплохо. Ее вполне достаточно для поездок в темное время суток, если, конечно, не гнать как оголтелый. Однако же, несмотря на попытку производителя сделать на ней козырек, свет все равно будет слепить прохожих на расстоянии порядка 25-30 метров. Ниже на блоке управления переключатель поворотников, расположенных сзади. Спереди сигналы поворота отсутствуют вовсе. Это, конечно, немного странно, но что поделаешь, производителю на заметку. Кстати, во время торможения задний габарит срабатывает еще и в режиме автоматического стоп-сигнала. Третья кнопка на тумблере является электронным клаксоном. И нижний элемент – тумблер переключения скоростных режимов с 1 по 3. Реальную скорость каждого замерим по GPS во время тест-драйва. С правой стороны руля поворотная ручка акселератора, она же рукоятка старта поездки. Модуль с индикатором заряда батареи и кнопка включения круиз-контроля. Я уже успел оценить по достоинству данную кнопку в предыдущем обзоре электровелосипеда Minaca F10. Реально полезная штука, благодаря которой не нужно постоянно выворачивать кисть. Крутанул ручку акселератора, нажал на кнопочку, отпустили рукоятку, электровелосипед самостоятельно поддерживает скорость до момента начала торможения. Что касается индикатора заряда батареи, ну конечно же хочется видеть хотя бы вольтметр, чтобы иметь более четкое представление по заряду аккумулятора. Чего, блядь? Но ничего не поделаешь, производитель, наверное, подумал, что чем проще, тем лучше. И если внезапно сядет батарейка, то владелец всегда может вспомнить о наличии педалей. Включается электровелосипед при помощи поворота ключа в замке быстросъемного аккумулятора, расположенного под сиденьем. Батарея на 60 вольт и 12 ампер-часов. Это вообще отдельная история. Я вскрою ее специально для вас, насколько это возможно. Подобного я не встречал еще ни в одном транспортном средстве на электротяге.
По заявлению производителя, на одном полном заряде можно проехать до 45 километров без вращения педалей. Это я, конечно, проверю буквально через несколько минут. Спереди установлена штатная металлическая корзина для перевозки малогабаритного груза или ручной клади. Что порадовало, так это наличие крышки, которая легко защелкивается и не открывается даже во время поездок по ямам и кочкам. Кстати, сиденье для пассажира является быстросъемным. Достаточно приложить некоторые усилия и сдвинуть его назад. И вуаля, сиденье превращается в элегантный багажник. Вполне логично, что электровелосипед укомплектован 2-амперным зарядным устройством, которое способно зарядить аккумулятор от обычной домашней сети на 220 вольт примерно за 6 часов. Помимо того, что есть в штатной комплектации, производитель позаботился и о расширении уже существующих возможностей электровелосипеда. Здесь ничего не нужно колхозить самостоятельно, и это в очередной раз убеждает меня, что звание колхозника относительно Minaco V8 Pro звучит как ругательство. Этот электровелосипед вполне самодостаточен и даже больше. Дополнительно вы всегда сможете докупить следующие комплектующие. Первое – оригинальные боковые зеркала, если у вас появится необходимость выезда на дороге общего пользования. Второе – крепление для телефона, для возможности отслеживания выстроенного маршрута или просто чтобы гаджет не тянул карман. Третье – большой багажник для перевозки габаритного груза, от курьерской сумки до тумбочки или сразу нескольких мешков картошки. Четвертое – не менее большой багажник, но уже со специальными ячейками снизу, для возможности взять в дорогу до 2 дополнительных аккумуляторов одновременно. И пятое, конечно же, сами аккумуляторы. Где их можно разместить, вы уже видели, но только подумайте, насколько увеличится запас хода с учетом такой комплектации. А главное, что батарейки не будут болтаться у вас за спиной в рюкзаке, постукивая по позвоночнику и пояснице на каждой кочке. А теперь погнали на тест-драйв, замерим реальную скорость и запас хода. Проверим комфорт поездки в разных условиях и протестируем тяговую мощность электровелосипеда. А также пообщаемся с ребятами, которые ежемесячно наматывают по несколько тысяч километров на подобных средствах передвижения. Электровелосипед полностью заряжен, GPS установлен. Для начала я хочу проверить режим ассистента. Сажусь и начинаю крутить педали. Воу-воу-воу, подрывает он бодренько. Ух ты. Прям действительно бодро. Электровелосипед легко подхватывает и даже разгоняется. Три оборота педалями я делаю, он тут же подхватывает и начинает ускоряться. Ну, погнали, посмотрим, что получится по GPS в режиме ассистента. Ну, честно говоря, педалями я крутить не успеваю. Такое ощущение, что я кручу по воздуху. Но приходится подкручивать, чтобы он набирал скорость. То есть, да, получается, педалями реально я кручу по воздуху. Он при этом ускоряется. 31 км в час, 32 км в час видел по GPS, 32,5. Так, это у меня стоит второй режим передач, а если третий включу? Воу! Все, я понял. Зависит от того, какой скоростной режим у вас выставлен. На тот он и будет разгоняться. То есть сейчас вот переключу на первый, врубаю первый, да. И режим ассистента работает медленнее. В общем, система управления у электровелосипеда настолько проста у Minaco V8, что в принципе не важно, крутите вы педали для того, чтобы он подхватывал и нес вас с ветерком, либо вы выкручиваете ручку акселератора для того, чтобы он подхватил и вез вас самостоятельно. Педальный узел работает абсолютно так же, как ручка акселератора. Но здесь как раз неудобство в том, что педали, получается, вы мотаете в холостую, они крутятся как по воздуху. Я никакого вообще сопротивления не чувствую на ногах в режиме ассистента. Это непривычно и неудобно. Максимальная скорость будет зависеть от выбранного скоростного режима. Мощность установленного мотор-колеса по заявлению производителя составляет 240 Вт.
И я, конечно, в это не верю. По моему опыту, здесь около 500 Вт только в номинале. Довольно приятная динамика разгона. Без подрыва, но с уверенным стартом и дальнейшим набором скорости. Чувствуется некое плавное нарастание тяги. Никаких провалов, отсечек и передергиваний. Далее давайте сразу максимальный скоростной режим поездки, исключительно на электротяге, без помощи педалей. Третий максимальный режим, максимальная скорость 46 км в час. Второй режим поездки на электротяге без помощи педалей 39 км в час. И минимальный первый скоростной режим на электротяге без помощи педалей составляет 30-31 км в час. Да, по кочкам вообще это прям, ну явно не для бездорожья велик. Я думаю, долбежку сзади вы слышите, да, на кочках? Даже не сзади, а подо мной, под сиденьем. Каждая кочка, происходит такой удар. Вот так он там внутри вибрирует. То есть делать какую-то проставку, либо просто на внутреннюю часть аккумулятора, вот там внутри, туда можно наклеить, ну, какой-то полипропилен, там, я не знаю, что, то есть прокладку, проставку какую-то сделать, такой, типа, жесткой такой губки, как в аккумуляторах внутри используют. Вот проставочку туда воткнуть. Я думаю, это решит проблему, чтобы вот этих шатаний их не было. Но звучит это, конечно, неприятно. Ладно, это на самом деле ерунда. Здорово, дружище! Привет, говорю. Велик похожий. Слушай, а есть косяки какие-нибудь в нем? А получается, вы сами покупаете, как курьеры-доставщики, или вам выдают? Сами покупаете? И что он тебе обошелся? 43 500. А вот эти для курьера 41 идут. О, вижу одного. Летит. Сейчас попробуем догнать. А, попался. Привет! А я за тобой! Увидел у тебя электровел, слушай, хотел узнать. Вот есть по ним косяки какие-нибудь вообще? Ну, до хрена на самом деле. На самом деле, главное поменять подшипник. Я не знаю, как сейчас вот на новом моторе. У тебя Минака? Да, у меня во второй, у тебя во восьмой, последний. Ага. 8 Pro. У них обычно подшипник, вот задний, короче, крышки со стороны, где звезда, где вот эта вот вся хуйня. Ага. Что еще у них летит? Ну, не знаю, сейчас тоже. Ты тоже педали снял, да? Я смотрю, все педали снимают, такие б***тери. Вон здесь вот эта хуйня тонкая тоже ломается часто. Видишь, у меня со старого сиденья советского с пи***ем, короче, каркас вот этот. Вот это крутая тема. Ураловская? Ну да, какая-то хуйня. Блин, это хрень крутая. Вот, а так что еще? Ну, в основном только подшипники. Ну и все, в принципе. Подшипники поменять. Ну, то есть это из-за ударов, как я понимаю, потому что сухая рама, да, вот здесь? Там Нет там мортов. Сами шарики, ну, подшипники херовые, китайские. А, вон оно что. Только из-за этого, да. А батарейку ты не фиксировал никак? Ну вот батарейку еще. А, ты вот эту вот херню сделал. Я просто видел у ребят, они вот сюда прокладку ставят. Ну они картонки вставляют. Да. Потому что я просто охуеваю, я езжу, блин, вот такая вот хрень. Вообще пи***ц какой-то. А еще, знаешь, что мне сказали? Что у V8, типа, у них контроллер мощнее, из-за этого зарядка быстрее, ну, просаживается. То есть... Не знаю насчет этого. Ну у них, да, вроде как что-то посильнее. А у тебя контроллер ты не смотрел? Какой? Я смотрел, но я не разбираюсь особо. Ну, там вольтаж, ампераж не видел? Не запомнил? Короче, подшипник задний, да? Да, подшипник задний, да и все, наверное, такого прямо
Ну вот и сидушка постоянно даже. Сейчас контроллер они вроде как сделали так, чтобы вода не пропадала. Не попадала. Ну лучше вот эту хуйню тейпом вот так вот квадратиками тоже залепить. А. Ну, чтобы вовнутрь, да, не протекало. Ну, понятно. Ну, тут либо гидру делать сразу нахер. Прям. Так вроде все нормально, по-моему. Ну да, я просто посмотрел тоже, сварные швы вроде такие надежные. Рама облегченная, алюминий, нормас. Вроде проблем не должно быть. Ладно, погнали. Давай, спасибо тебе. Честно говоря, я пока еще не встретил ни одного вообще курьера, у которого был бы именно новый V8 Pro Minaca. А вот, допустим, сейчас, да, парень грешил на подшипники, на задние. Но мне кажется, это как раз вот именно из-за ударов происходит. То есть, ну, почему может подшипник выйти из строя? Неважно, китайский или не китайский. Это именно из-за ударов по колесу. Вот эти ямы постоянные, ремонт дороги и так далее. Это, конечно, проблематично. Похоже, ДТПшка. Прям только что. Помочь? Да, если можешь чуть-чуть. Просто туда затолкать его. Погоди, погоди. Все, хорош. Что с ногой? Упал. Мочек на меня. Все, спасибо вам, мужики. Не раздавил ногу-то? Нет. Смотри, травмпункт вот. Вот, мост кальянная, от нее прям правая дверь, вот травмпункт. Ну вот сейчас за мной заедут и повезут. Ну смотри, Уже жду помощи. смотри. Да, все хорошо. Спасибо. Хочешь, я тебе бейсбол притащу? Да. Слушай, а давай, если есть такая возможность. Ну вон, подъезд рядом. Давай, сейчас буду. Че по деньгам? А? По деньгам что скажи? Издеваешься, что ли? Я из дома вынес. На, держи, прям 2 таблетки. Сейчас тебе воды принесу. Вон, магаз рядом. Сейчас, 5 сек, подожди. Спасибо тебе большое. Да, не за что. Я все равно, видишь, я вычисляю этих. На таких великах курьеров. Интервью беру. Так что я пока сейчас не поймаю кого-нибудь, хрен сдвинусь с места. А что прикол-то? Прикол, ну я их испытываю. Я испытываю вообще весь электротранспорт. Электросамокат, электроскутеры. Все, что на электротяге, я все тестирую. Вот это взял на тест в магазине и на съемке. И мне нужен реальный отзыв от людей, которые на них катаются. Ну, то есть, курьеры же у всех такие велики практически. И мне нужно понять, какие подводные камни, какие косяки. Об этом рассказать в видосе и сдать назад в магазин. А есть косяки какие-нибудь в них? Мне просто понять реально, к чему готовиться. Косяки? Да. Что менять сразу? Мне уже сказали, что подшипник может вылететь нахер. Ага. Не сразу. Не факт. Сразу. А это от вас зависит, как вы будете ездить. Если, конечно, будете там по ямам, по бордюрам, ну, естественно. Ну, потому что аморта нет, да? А если аккуратно, так вы будете плавно ездить, все будет нормально. Тут единственное, колодки просто почаще меняем, обычно. Колодки. Да, ну, потому что мы постоянно ездим. Ну да, потому что динамика такая, что... Тут колодки меняем чаще. Тросы тормозные. Вот. А что, они вытягиваются или что? Да, конечно. Батарейку, я понял, надо крепить. Но есть у него качели, я замечал, прям тряска. Вот. Это Вот прям... губку наденьте, вот как у меня. Ага. Просто. Отрежьте губку и просто вот, засуньте вот сюда, и все будет нормально. Слушай, а педали... А педали вообще вам Вообще нахер не нужны. не нужен вам, да. Это у меня второй выпуск. Эти Minaca, по-моему, 3-й выпуск. А у вас уже, по-моему, даже 5-й может быть. Это да, V8 Pro, это последний какой-то. Последний, да, это последний. Вот, с черными дисками, это да. Это самый последний выпуск. Короче, геморрой будет, да? Геморрой Ну, со временем, я имею в виду. со временем будет, да. То есть сезон откатать еще нормально, если так чисто поездки. Да. А потом все равно... Байк. Отличный байк. Да? Не пожалеете, да. Байк отличный. Живучий, прям. Просто да, я смотрю, то, что ребята катаются. Да, уже как я знаю, 2 года, по-моему, они уже ездят, да?
Они и по бордюрам, и по ямам, везде катаются. Везде живучие. Единственное, вот колодки чаще будете менять. И камеру, и все. А с камерами что? Ну, со временем будут лопаться. Это если наехать на что-то или перетирать? Конечно, если наехать, если даже, допустим, Ну, как стандарт на велике, в общем. да, обычно вот мы же вдоль бордюра ездим, да? Ну да. А сюда, допустим, машину чищат, но там все равно остается гвозди и всякие. Ну да, я на электросамокате так пробивал тоже колеса. Мелкие камни, острые. И все, хана. Байк хороший. Ладно, я понял. Спасибо. Он вообще неприхотливый. Хороший. Ну, в общем-то, да, я поэтому и подумал. Вы меняете, когда прокол, и все. И колодку. Колодки там меняйте, если часто ездите. Колодки сколько? 900 рублей стоят? Да, 900. Ладно, чё, спасибо. Спасибо. Да, не буду отвлекать от работы. Так, ну что, друзья, сейчас проверим тяговую мощность. Какая горочка? Сейчас за такси попробую провести, чтобы было понятно. Уклон, ну, наверное, порядка 20-25 градусов. Вот стоит электровел. И сейчас поедем наверх. Погнали. В горочку. Ну, кстати, очень даже неплохо он едет. Прям реально неплохо. Да, сзади меня машинка поджимает, но я еду. Потряхивает, но да, он вытягивает. 20-25 градусов для данного электровелосипеда. Фу, не вопрос. Сотку тянет на себе. Очень даже хорошо. Крутим акселератор. Колесо стоит на месте. Так что все, он сел полностью. Также горит до сих пор последнее деление. Ну, в общем, можно рассчитывать на 34 километра с копейками, при условии, что вы весите, как я, почти 100 килограмм. Ну, то есть нагрузка на электровелосипед на протяжении поездки будет под сотку. Таблицу технических характеристик и цену электровелосипеда в штатной комплектации вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Ну что же, друзья, давайте теперь, подводя итоги, заглянем внутрь электровелосипеда Minaca V8 Pro. Посмотрим на контроллер и, как обещал, на внутренности батареи настолько, насколько это возможно. Судя по данным контроллера, 60 вольт и 18 ампер, максимальная возможная мощность электровелосипеда составляет 1080 ватт в пике. Что касается защиты от влаги, можно смело присвоить стандарт на уровне не ниже IP54, где внутренним элементам не страшны брызги воды, летящие под любым углом. Но если вы собираетесь эксплуатировать электровелосипед в дождливую погоду, я бы советовал заказать полную гидроизоляцию данного отсека на уровне предпродажной подготовки, так как во время непрерывного попадания вода будет скапливаться и рано или поздно найдет путь к электронике. Аккумулятор имеет двойной корпус. Внешний алюминиевый кожух с двумя заглушками по торцам и основной бокс с элементами питания, вскрыть который без нарушения целостности у меня попросту не получится. Загермечен он наглухо со всех сторон по полной программе. Но специально для вас я нарыл в интернете технический разбор данной модели. Вот как выглядит батарея в обнаженном виде. Лично меня вполне все устраивает. По факту электровелосипед Minaca V8 Pro это действительно очень надежный и практичный вариант в качестве рабочей лошадки с высоким запасом прочности. Его реально можно гонять и в хвост, и в гриву. Он, в принципе, для этого и создан. Что касается комфорта поездки, ну, конечно, это не Maybach, но если честно, то соотношение цены, качества и технических характеристик здесь идеальное.
Это действительно самый надежный электровелосипед по доступной цене из всех вариантов, существующих на российском рынке к середине 2021 года. С вами был Роман, испытатель электротранспорта, и серебряная пуля электровелосипед Minaco V8 Pro из магазина Геросмарт. Не перестану благодарить ребят за то, что предоставляют технику на мои испытания. Подписывайтесь на канал, жмите лайк и пишите свое мнение в комментариях. Впереди, как всегда, очень много интересного. Вы самые классные! До новых встреч на просторах Ютуба! Еще на танке заедем. Похоже, ДТПшка. Прям только что. Каждая кочка происходит такой удар. Есть по ним косяки какие-нибудь вообще? Ну, до хрена на самом деле. Слушай, а педали А педали вообще вам... вообще нахер не нужны, да?